Привет! И для начала хочу вас поздравить. До релиза Stalker 2 остался всего месяц. Хотя по-любому кто-нибудь побежит в комментарии и напишет, что месяц до переноса. Думаю, сейчас самое время поговорить о DLC, ведь в недавних превью как раз промелькнула информация, что над глобальными дополнениями уже работают. Но для меня-то это не новость. Зачем вообще делать это видео? Все дело в том, что в головах у людей возникла небольшая путаница, и теперь часть игроков хейтит ГСК за то, что те выпустят лишь 2 дополнения из 4 обещанных. Но все дело в том, что 4 дополнения нам никто не обещал. Как только открылись предзаказы, сразу после геймплейного трейлера на E3 2021 года, на сайте игры появилась информация о бонусах за различные издания Stalker 2, и за покупку максимального издания нам как раз и предлагали подарок в качестве 2 DLC. Чуть позже появилась информация, что это именно масштабные дополнения, продолжающие и расширяющие основную историю. Тогда почему многие решили, что нам обещали именно 4 DLC, а эта информация уже неофициальная? В дизайн-документах, которые слил вестник того самого Сталкера, на одном из изображений карты, которые я, конечно, показать вам не могу, было указано целых 4 дополнения, а именно Тайна Лиманска, Янтарь, Холодный остров и Песчаное плато. Но именно все 4 дополнения фигурируют лишь на одной черновой карте, а вариаций этих карт, я вам скажу, немало, и это только те, про которые нам известно. Поэтому сейчас мы пойдем от того дополнения, которое с наибольшей вероятностью появится в игре, к тому, которое, скорее всего, вообще в игре не появится. И бонусом затронем многопользовательский режим и возможный релиз Stalker 2 на PS5. Конечно, актуальной и 100% информации у меня нет, но я изучил доступную нам коллекционную карту, трейлеры, диздоки и слитый билд, и мне и есть что сказать. Желаю вам приятного просмотра. И несмотря на то, что Янтарь первый по списку, в DLC мы его не увидим. Но есть и хорошая новость, и Янтарь будет доступен в игре сразу на релизе. Откуда я это знаю? Он уже бывал в трейлерах, причем во многих, да и на карте он тоже есть. Как минимум, нам уже показывали полноценное озеро Янтарь, рассоху, которая тоже относится к Янтарю, а не к свалке, про что мне приходится говорить почти в каждом своем видео. А также на карте в тизере с последним переносом можно разглядеть завод Янтарь и мобильный бункер ученых. Крайне сложно сказать, что там должно было быть, но раз данная локация сразу появится в игре, то думаю, максимум, что на ней планировали именно из дополнительного контента, это тот самый платный квест, который дают за покупку премиальных изданий игры. Но скорее всего планку DLC к локации Янтарь поставили по ошибке, ведь на остальных картах фигурирует только 3 дополнения. Так что переходим к ним. А вот это DLC уже с максимальной вероятностью появится в игре, ведь его уже полуофициально анонсировали. Возможно, мало кто заметил, но на коллекционной карте есть пометка «Снег» со знаком вопроса. Именно тут, чуть севернее Нии Час, будет располагаться Холодный остров, который является ключевой локацией в обновленном лоре Сталкера. Все дело в том, что на Холодном острове, который до этого не имел такого названия, произошел первый Карибский эксперимент. Упоминание о нем, кстати, можно обнаружить еще в Зове Припяти, внутри лаборатории X8. Не стану вдаваться в подробности данного эксперимента, чтобы у вас остался интерес для поиска информации в самой игре. Но если кратко, то первый Карибский был предназначен для подтверждения теории существования ноосферы, информационного поля Земли. В эксперименте участвовало 2 судна. Одно из них находилось в Карибском море, отсюда и название эксперимента, а второй корабль, в свою очередь, был расположен внутри Чернобыльской аномальной зоны, на территории прудоохладителя. Результатом данного эксперимента стал самый первый артефакт, который является довольно мощным источником энергии, способным запитать даже такую пси-установку, как Исполнитель Желаний. К сожалению, первый Карибский не обошелся и без побочных эффектов. Так вокруг корабля сформировалась первая климатическая аномалия, поэтому данный регион и получил название Холодный остров. Сразу уточню, что эксперимент проводился аж в 1995 году, еще до образования привычной нам зоны, и в этом месте возникла именно климатическая аномалия, а более привычные нам аномалии появились совсем в другое время. Но это уже спойлеры.
К слову, в слитом билде уже имеется небольшая затравочка на это DLC. Да, несмотря на то, что ГСК еще не выпустили основную игру, глобальные дополнения уже немного проработаны на стадии концепта, и намеки на них будут присутствовать в игре сразу на релизе, чтобы у нас потом не возникало вопросов, откуда же внезапно появился Холодный остров, если изначально на его месте вообще ничего не было. Так вот, внутри не час, а если точнее внутри лаборатории исследования аномалий, которая, кстати, была показана в трейлере с локациями, мы в лице Скифа можем спросить про Морозный регион у одного из ученых, на что он ответит, что в данный момент остров недоступен из-за уникальной климатической аномалии. Но я уверен, что мы сможем повидать остров издалека, либо с северных окраин Час, либо же с вершины Градирни, ведь в билде между окрестностями Градирен и Холодным островом есть соответствующее КПП. Думаю, что после выхода этого DLC нам заявят, что температура в данном регионе чутка повысилась, и Холодный остров спустя столько лет наконец стал доступен для исследования. К слову о дате релиза, несомненно лучшим вариантом было бы выпустить это DLC зимой, но учитывая, что основная игра выйдет в то время, когда за окном уже вовсю будет лежать снег, я сильно сомневаюсь, что ГСК успеет выпустить это дополнение до 28 февраля, даже если учитывать, что наработки по нему уже имеются. А вот если это будет не первое DLC, а второе, то его вполне могут сделать к концу 2025 года. А вот про дату выпуска именно первого на очереди дополнения, вне зависимости от того, какое именно из трех возможных DLC это будет, у меня есть некоторые мысли, но об этом чуть позже. Про сюжет в данном дополнении у меня вообще нет никакой информации, но я считаю, что идеальным вариантом было бы две временных линии, так чтобы в одной действия происходили в настоящем, а в другой мы вернулись в 1995 год, чтобы у нас была возможность не только прочитать и послушать про первый Карибский эксперимент, но и увидеть все воочию. К слову, если опираться на концовки игры, видео о которых выйдет чуть позже, я предположу, что скорее всего Скиф не станет протагонистом ни в одном из DLC, так что вероятно сценаристы отправят на исследование этого морозного региона одного из ученых Час. Вдобавок к этому я думаю, что на Холодном острове мы сможем повстречать и уникальных мутантов, хотя с другой стороны, чем бы они тут питались, если регион был необитаем более четверти века. Суммируя всю известную на данный момент информацию, можно прийти только к одному выводу, что зимние DLC появятся в игре со 100% вероятностью. А мы переходим к следующему дополнению. К сожалению, так много информации, как про Холодный остров, в прямом распоряжении у нас нет. Тут, как говорится, иду по приборам. Начнем с того, что песчаное плато действительно существует в реальной ЧЗО, и изначально планировалось, что на этом месте будет застроен 6-й микрорайон Припяти. Но из-за событий 1986 года стройка была отменена, поэтому в реальной жизни там абсолютный пустырь, и если бы разработчики перенесли все как есть, то это стало бы самое пустое и скучное DLC в истории. Поэтому в игре, ну естественно уже после выхода дополнения, мы увидим там заброшенный магазин, ЖД-станцию, небольшую деревушку и отдельно стоящие дома. И конечно, куда ж без этого, подземный комплекс. Ах да, совсем забыл, на Холодном острове тоже будут подземелья. Как минимум там расположена одна из лабораторий проекта X. Вернемся к песчаному плато. Несомненно, домики и ЖД-станция это хорошо, но этим игрока не увлечь. Нужны какие-нибудь интересные квесты, а кто их даст? Конечно же группировка, база которой здесь расположена. И это пламя, про которое очень мало информации. И самое интересное, что даже то, что у нас есть, разнится. Если опираться на диздоки, то пламя это отколовшаяся часть группировки Свобода, которой не понравилось текущее правление Микухи, и они решили вернуться к корням. Их лидером должен был стать Артем Ветров, а база располагалась бы на территории лесничества. С другой стороны, если опираться на билд, то никакого Артема Ветрова там нет, как и намеков на связь Пламени и Свободы. Вдобавок к этому, лесничество является сюжетной локацией, и в один момент там будут воевать сразу 3 группировки, и Пламя не в их числе. Так что я слабо верю в концепт отщепенцев из Свободы. К тому же в билде есть немного информации про Пламя. На территории лагеря Сказочной, расположенного в Горелом лесу, можно повстречать группу сталкеров, которые собрались проходить местную школу выживания. Среди них можно обнаружить сразу 2 ребят из Пламени. Скиф сразу отметит, что не ожидал их тут увидеть, ведь Пламени и так все крутые, на что пламенцы ответят, что не такие крутые, как Мор. Это, если что, тот самый сталкер, который данную школу выживания и организовал.
Они также расскажут, что пламя это как раз идея Мора, а Дервиш, я так понимаю, это лидер группировки, эту идею просто украл. К тому же можно выяснить, почему они здесь, а не со своей группировкой. На что те ответят, что поругались с Холодом, а мы ведь уже знаем одного Холода, бармена Чистого Неба. Надеюсь, это именно он, и у нас не будет повторения истории с двумя абсолютно разными сталкерами по прозвищу Череп, или же с двумя разными бродягами. И действительно, Дервиш и Холод в билде есть, но именно в зоне их не найти. Можно лишь заспавнить, но никаких уникальных диалогов с ними нет, так что толку от этого мало. Да и базу группировки в билде тоже не отыскать. Но пламя это уж точно не вырезня, так как оно упоминается не только ребятами из школы выживания, но и другими обитателями зоны. Например, один из торговцев, находящийся недалеко от базы группировки Полдень, упоминает, что торгует с пламенцами, да и Скиф в одном из квестов шутит, что пламенца очень сложно засунуть в жарку. К большому сожалению, я не смог сейчас отыскать документ, подтверждающий, что пламя будет находиться именно на песчаном плато, но когда я делал видео по группировке, мне казалось, что этот документ был. Но возможно это эффект Манделы, ведь другие люди, изучающие диздоки, тоже уверены, что пламя будет именно там. Совсем забыл сказать, что если в случае с Холодным островом попасть мы туда не сможем из-за ультра низких температур, то в случае с плато доступ будет ограничен высоким уровнем воды между Припятью и недостроенным 6-м микрорайоном. Ну а мы наконец переходим к последнему дополнению. Наконец переходим к обсуждению Лиманска, которое многие так мечтают увидеть в Stalker 2. Но перед этим небольшое отступление. Пора развеять миф, что в игре появится мертвый город, потому что многие решили, что он все же будет. Ведь якобы в трейлере 2021 года в сцене с Большаком мы находимся именно там. Но нет, это Чернобыль 2, который расположен рядом с дугой. Да и вообще в Stalker 2 не будет вырезанных из трилогии локаций, которые мы привыкли видеть в многочисленных модах. Пожалуй, исключением здесь станут лишь генераторы, которые в сердце Чернобыля станут реальным севером зоны, в то время как ее центром станет ЧС, которая действительно находится примерно в середине игровой карты. Напомню, что в трилогии север зоны и центр зоны означали примерно одно и то же. Итак, вернемся к Лиманску, который точно не появится в релизной игре. И это вовсе не секрет, ведь в тизере с переносом мы отчетливо видим, что игровая карта заканчивается ровно в том месте, где должен начинаться Лиманск. И по факту, придя на край карты, мы увидим то же самое, что и в Чистом Небе, впервые придя в Овежий лес. Поднятый мост, через который ну никак нельзя перебраться. А вот сам город мы, к сожалению, не увидим, но не стоит расстраиваться. Ведь как минимум про Лиманск мы услышим. Так, не уходя далеко от моста, мы сможем зайти вот в это здание, крыша которого по неизвестной мне причине будет разрушена. На втором этаже мы повстречаем некого профессора Вишневского. Трудно сказать, какой именно группировке ученых он принадлежит, ведь в билде там заглушка из визуала вольного сталкера. Профессор очень голоден и просит поделиться с ним консервами взамен на медикаменты. Мы сможем дать ему на выбор 1, 5 или целых 10 банок консерв. Думаю, и награда тоже будет меняться, но в билде это не работает. Конечно же, стоит спросить, что ученый забыл здесь, буквально на отшибе зоны. Вишневский расскажет Скифу, что ведет наблюдение за городом Лиманском, который в научных кругах что-то вроде Святого Грааля. А оказывается, что в городе уже с десяток лет никто не был, и для всех остается тайной, что же там происходит. Но оттуда время от времени поступают сигналы, короткие радиопередачи, похожие на шепот среди помех. Профессор как раз пытается выяснить, что же является источником сигнала, но здание, в котором мы сейчас находимся, это единственное место, куда этот сигнал доходит. Больше профессор нам про этот таинственный город ничего не расскажет, но как только мы поделимся с ним консервами и начнем уходить, Скиф тут же услышит этот загадочный сигнал. Но дальше в билде ничего не работает, так что придется ждать релиза, чтобы выяснить что-то еще. Благо, осталось недолго. А теперь о грустном. Несмотря на то, что данный диалог с ученым может быть небольшим заделом на DLC Тайна Лиманска, я все же считаю, что этот город мы вообще не увидим в Stalker 2. Почему же я так решил? Напомню, что официально у нас заявлено только 2 глобальных дополнения, и одно из них уж точно будет Холодный остров,
Остается два на выбор. Либо Песчаное плато, либо же Тайна Лиманска. И вот по локации с пламенцами уже есть наработки. Да, их немного, но объекты хотя бы примерно расставлены на карте. А вот по Лиманску нет ничего. В диздоках он указан лишь на картах как DLC. Хотя с плато в тех же диздоках есть скриншот. Да, один, но он есть. В билде же, несмотря на то, что на карте тоже стоит пометка о соответствующем дополнении, вместо Лиманска находится просто сгенерированный лес, без какого-либо намека на город. Так что единственный вывод, к которому я пришел, изучая данный вопрос, следующий. Если на релизе группировка Пламя будет полноценно представлена, и мы даже сможем посетить их базу, то скорее всего выйдет DLC Тайна Лиманска. А если мы встретим лишь парочку представителей из этой новой группировки и кучу упоминаний, то однозначно будем ждать Песчаное плато. Да, я знаю, что ролик про дополнение и мультиплеер, если верить сайту, тоже является таковым. Но в отличие от двух глобальных DLC, которые будут бесплатными только для обладателей максимального издания игры, многопользовательский режим мы получим уже в качестве бесплатного расширения, вне зависимости от того, какое именно издание вы приобрели. Думаю, даже если вы скачали игру в рамках подписки от Microsoft, то все равно получите дополнение с мультиплеером. Ну, если к тому времени игра уже не исчезнет из геймпасса. Лично я считаю, что многопользовательский режим мы увидим очень нескоро. Сначала ГСК нужно выпустить основную игру, затем исправлять баги, делать два глобальных платных дополнения. А еще разработчики обещали делать и небольшие бесплатные дополнения для игры. И параллельно со всем этим им еще нужно портировать игру на плойку. Да, версия для PS5 скорее всего будет, но об этом чуть позже. И вот только после всего этого, когда у игры будет уже максимальная аудитория, мы наконец окунемся в мультиплеер. Каким же он будет, вообще не ясно. Разработчики об этом молчат, да и в диздоках с билдом просто ноль намеков на мультиплеер. Конечно, многие мечтают увидеть что-то вроде Таркова или Anomaly Online, но как оно там будет на самом деле, повторюсь, мы узнаем не скоро. А пока все, что известно о мультиплеере, это то, что за предзаказ игры вы получите значок «Ранняя пташка», а за премиальные издания игрокам выдадут костюмы и оружейные облики для многопользовательской игры. Вот, пожалуй, и вся информация. Главное, чтобы не повторилась история Киберпанка, в котором тоже обещали мультиплеер, но затем из-за плохого технического состояния на релизе все силы бросили на исправление багов, и разработку онлайн режима просто отменили. Когда же нам поговорить о порте на консоль от Sony, если не сейчас? Сразу уточню, что Stalker 2 ни при каких обстоятельствах не появится на PlayStation 4, потому как это уже старое поколение консолей, да и на Xbox One игра тоже не выходит, так что вероятнее порт будут делать под PS5 с последующей поддержкой обратной совместимости на PlayStation 6. А теперь давайте вернемся в прошлое, в те времена, когда игра еще не была известна своими переносами, когда не было споров о том, какая нужна буква в подзаголовке игры, Е или О, ведь тогда еще даже не было никакого подзаголовка. Вернемся в далекий май 2021 года. Тогда в рамках разбирательств между Apple и Epic Games всплыли некоторые документы Microsoft, простите, но качество только такое, в которых была указана примерная дата релиза, конец 2021 года, и сроки эксклюзивности – 3 месяца. Конечно, я бы не стал верить этим документам на все 100%, ведь прошло уже больше 3 лет с того момента, а игра так и не вышла. Но даже если сроки эксклюзивности остались без изменений, это не означает, что через 3 месяца после релиза обладатели PS5 уже будут играть в Stalker 2. Это лишь значит, что раньше этого срока они уж точно в него не поиграют. И когда же в таком случае ждать релиза Stalker 2 на плойку? Давайте обратимся за этим к другому консольному эксклюзиву от Microsoft, который, к слову, тоже еще не вышел. Я сейчас говорю об Индиане Джонсе. По официальным заявлениям, игра выходит на Xbox и ПК уже 9 декабря этого года, а вот версия для PlayStation выйдет только весной 2025 года. Некоторые инсайдеры ссылаются именно на апрель, и скорее всего игру уже начала параллельно портировать другая команда, знакомая именно с начинкой консоли от Sony. Да, игру про Индиану Джонса разрабатывает внутренняя студия Microsoft, а у ГСК до сих пор нет издателя. Но думаю, лучше все же опираться хоть на что-то более-менее актуальное, чем на документы 2021 года. И нужно учитывать, что портировать игру будут не сами ГСК, а какая-нибудь сторонняя команда, как это было с переносом трилогии на консоли, коим занималась вот эта студия. Поэтому перенос игры на PS5 никак не повлияет на сроки выхода глобальных дополнений и мультиплеера.
Лично я думаю, что версия Stalker 2 для PS5 вполне может выйти весной следующего года, но не в марте или апреле, а именно в мае, ведь в конце мая на полках появится большой аркбук по Stalker 2, состоящий аж из 208 страниц, в которых мы обнаружим немало информации об игре. Я считаю, что раз создатели аркбука общались с разработчиками, то вполне могли и проконсультироваться в выборе наиболее удачной даты для продажи сей книги, ведь кого заинтересует аркбук по игре, который вышел более полугода назад? Скорее всего, на конец весны или начало лета у ГСК что-то запланировано в релиз, и это что-то либо выход игры на плойку, либо же DLC «Песчаное плато», которое будет посвящено группировке Пламя, а когда еще выпускать дополнение об этой группировке, если не летом? Но, может, это все лишь полет моей фантазии и вообще не имеет никакого отношения к действительности. На этом видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите, какие, по вашему мнению, DLC мы все же увидим в игре. Ну и про телегу не забывайте, давайте добьем 1000 подписчиков до релиза. А я побежал делать видео про концовки, ведь именно там вы узнаете, какую концовку вырезали и почему Скиф, скорее всего, не появится в дополнениях. Всем пока!